Ким Чен Ын – потомок северокорейской династии правителей. На родине его буквально боготворят и называют спасителем. Но за пределами страны его имя ассоциируется с жестокими репрессиями, культом личности и угрозой использования ядерного оружия. Он тщательно скрывает подробности своей личной жизни, но в прессе то и дело всплывают любопытные факты из его биографии. Ходят слухи, что эксцентричный политик в юности учился в Швейцарии, фанател от баскетбола, кроссовок Air Max и песен Уитни Хьюстон. Но правда ли, что дружелюбный тихий мальчик, любивший рисовать и играть в мяч, расстреливает собственных родственников и пытает людей в концлагерях? Как он прошел путь от воспитанника европейских школ, где изучал права человека и принципы демократии, до диктатора, грозящегося начать войну чуть ли не со всем западным миром? Подписывайтесь на Теорию всего и жмите колокол. Сейчас все расскажем. Теория всего. Корейский принц. Корейская Народно-Демократическая Республика – одна из самых закрытых стран мира, поэтому и в биографии ее лидера Ким Чен Ына много белых пятен и противоречий. Так, по официальным данным, политик родился 8 января 1982 года в Пхеньяне. Но иностранные спецслужбы считают, что северокорейские власти подогнали его год рождения под значимые для страны юбилеи. 40-летие его отца Ким Чен Ира и 70-летие его деда и первого лидера страны Ким Ир Сена. На самом же деле будущий генсек родился между 83-м или 84-м годом. Чен Ын – третий и самый младший из сыновей Ким Чен Ира. У него есть также родной старший брат Чен Чхоль и младшая сестра Йо Джон. Всего же у товарища Ким Чен Ира было 17 детей от разных женщин, 9 из которых внебрачные. До 10 лет будущий лидер КНДР жил в шикарной резиденции в портовом городке Вонсане. В распоряжении ребенка были огромные игровые комнаты с несметным количеством игрушек, электроники и видеоигр. Юному наследнику нравилось рисовать, играть в Супер Марио, кататься на лошадях, смотреть американские фильмы с Жан-Клодом Ван Даммом и слушать поп-музыку. Но самой большой страстью Чен Ына был баскетбол. Он смотрел в записи все матчи НБА, Североамериканской баскетбольной лиги, и любил игру Майкла Джордана, звезды Чикаго Буллс. В 1992 году Ким Чен Ына отправили на учебу в Швейцарию, в школу для детей-дипломатов. Одноклассники знали его под вымышленным именем Пак Ын и даже не догадывались о его происхождении. Для них он был тихим, дружелюбным парнем, страстно увлекающимся баскетболом. Вместе с тем швейцарские власти прекрасно понимали, Пак Ын необычный ребенок, но ничего предпринимать не стали. Швейцария, знаменитая своей осмотрительностью, была идеальным прибежищем для скрытных северокорейцев. В школьной программе Ким Чен Ына, помимо стандартного набора предметов, были дисциплины, касающиеся общественных отношений. Туда входили такие темы, как права человека, права женщин и строительство демократии. Много внимания уделялось изучению культурных, религиозных, этнических и социальных различий. В КНДР Ким вернулся в начале 2000-х. Тогда он поступил в элитный военный университет имени Ким Ир Сена. По окончании учебы молодой человек получил диплом с отличием и звание лучшего студента вуза. Блистательный товарищ.
Ким Чен Ын начал активно участвовать в общественной жизни страны в 2010 году. Его повысили до генерала и избрали членом ЦК Трудовой партии Кореи. Год спустя, 17 декабря 2011 года, умер Ким Чен Ир, а его сын был провозглашен великим наследником северокорейского лидера. 24 декабря 2011 года его публично объявили верховным главнокомандующим Корейской народной армии. Вообще-то Ким Чен Ын – третий из признанных сыновей Ким Чен Ира и в принципе не должен был стать его наследником. Но остальные претенденты скомпрометировали себя еще при жизни Кима II. Старший сын генсека Чен Нам потерял доверие после 2001 года. Тогда он попался в руки японским пограничникам при попытке тайно въехать в страну восходящего солнца по фальшивому китайскому паспорту. У второго же сына Кима, Чен Чхоля, по словам личного шеф-повара Кимов, был слабый характер для правителя. К тому же его не интересовала политика. Парень всегда был увлечен музыкой. Подобно своему деду и отцу, Ким Чен Ын выстроил вокруг себя культ личности. В КНДР всех представителей династии Кимов почитают как небожителей, причем Ким Ир Сен, как основатель нации, занимает верховенствующее положение в этом пантеоне. Великий лидер Ким Ир Сен, правитель Ким Чен Ир и маршал Ким Чен Ын. Для того, чтобы объяснить, что они значат для нас, необходимо знать нашу историю. Они для нас семья. Мы как отцы и дети. Между нами существует кровная связь. Во многом Ким Чен Ын пытается повторить успех своего деда. Не случайно после его прихода к власти государственная пропаганда особенно подчеркивала внешнее сходство юного лидера с Ким Ир Сеном. По слухам, Ким Чен Ын даже сделал ради этого несколько пластических операций. Кроме того, подобно своим предшественникам, Ким обладает множеством титулов, помимо официальных. Главу государства величают, например, бесподобно великим человеком, символом могущества нашей страны, солнцем 21 века, знаменем всех побед и славы, блистательным товарищем и молодым генералом. При этом Ким Чен Ын пытается создать образ более открытого и либерального лидера. Он не гнушается объятий и рукопожатий. Судя по официальной фотохронике, граждане не могут сдержать слез радости от физического контакта с уважаемым высшим руководителем. Но, пожалуй, одна из самых ярких попыток Кима связать себя с семейной мифологией – это конная прогулка на священной для северокорейцев горе Пэктусан. Считается, что Ким Ир Сен сражался на ней с японскими оккупантами. Там же, по преданиям, родился Ким Чен Ир. Послабление маршала Кима. В первые годы после прихода к власти Ким Чен Ын пытался стереть из народной памяти страшный голод, обрушившийся на Северную Корею в 90-х. Он вошел в историю страны как трудный поход и был объявлен следствием экономических санкций против КНДР. Хорошо помню, как исчезла еда, и меня 15 дней подряд кормили одними лишь морскими водорослями. Мы жили недалеко от Восточного моря, так что водорослей было достаточно. Иногда ели лягушек. Родители надеялись, что вскоре все наладится, но и в 2000-х люди продолжали голодать. От голода умирали миллионы корейцев. Новый лидер хотел показать, что при его правлении жизнь в Северной Корее становится лучше. Для этого он немного смягчил самые жесткие экономические законы. Во-первых, перестал душить частную инициативу и позволил развернуться стихийным рынкам. Во-вторых, передал в частные руки большую часть госпредприятий. Новые владельцы обязаны отчислять установленную долю прибыли государству. Остальное могут забрать себе. Оценить экономическую ситуацию в стране чрезвычайно сложно. КНДР не публиковала
никаких регулярных статистических данных с 60-х годов. Исследователи, опираясь на ряд других показателей, к примеру, на количество потребляемого внутри страны твердого топлива для приготовления пищи, которое известно из переписи населения, предположили, что доход на человека в Северной Корее в 2015 году составлял около $1700, ниже, чем в Зимбабве и Уганде. Западные экономисты считают, что послабления, инициированные великим преемником, не принесли ощутимого эффекта, а международные санкции на некоторые виды экспортной продукции из КНДР и вовсе застопорили медленный рост северокорейской экономики. Сегодня международные наблюдатели отмечают как низкое потребление, так и низкое качество продуктов питания в стране. Среднестатистический рацион состоит в основном из риса, кукурузы, картофеля, кимчи и овощей. Всемирная продовольственная программа утверждает, что в 2019 году около 11 миллионов человек, то есть 40% от общей численности населения КНДР, страдали от нехватки продовольствия. Официально Северная Корея никак не комментирует экономическую ситуацию в стране. Известно лишь, что во время пандемии верховный лидер призвал граждан готовиться к новому трудному походу, то есть к тяжелому голоду. При этом Ким Чен Ын зачастую отвергает международную помощь. В прошлом году он проигнорировал предложение Южной Кореи поставить КНДР 50 тысяч тонн риса для смягчения последствий кризиса, но при этом принял в качестве гуманитарной помощи 25 тысяч тонн пшеницы от России. Более того, товарищ Ким по-прежнему уделяет приоритетное внимание финансированию вооруженных сил. По одной из оценок, общая стоимость северокорейских ракетных испытаний составляет более $500 миллионов. Это больше, чем сумма, необходимая для восполнения ежегодного дефицита зерна в КНДР. Наряду с этим при Ким Чен Ыне наблюдается строительный бум. В разных районах Пхеньяна в рекордные сроки возводят многоквартирные дома по китайским стандартам 90-х годов. В них зачастую нет горячей воды, а лифты включают только в часы пик. Также стоит упомянуть, что КНДР страдает от нехватки электроэнергии. В условиях санкций страна не может строить достаточно мощные электростанции. В результате большая часть страны сидит без света. По данным Международного энергетического агентства, Северная Корея потребляет почти в 50 раз меньше энергии, чем Южная. Ситуация видна даже из космоса. Страх и ненависть в Пхеньяне. С приходом к власти Ким Чен Ын объявил войну реакционной мысли. В первую очередь генсек полностью изолировал свою страну, и без того самую закрытую в мире, от любых внешних воздействий. Он ужесточил охрану речной границы с Китаем, усилил дозоры. Пхеньян построил сотни километров новых или модернизированных пограничных заграждений, стен и постов охраны, которые видны на коммерческих спутниковых снимках. Северокорейцам запретили совершать международные звонки и пользоваться интернетом. Эта функция доступна только самым привилегированным слоям населения. Остальные могут выходить только в локальную сеть Кванмён, которая тщательно контролируется властями КНДР. Смартфоны и другие гаджеты тоже запрещены. Граждане Северной Кореи пользуются телефонами местного производства с предустановленными приложениями и ограничениями. Музыка или фильмы на иностранном языке тоже в разряде табу. Когда мне было 9 лет, я видела, как казнили мать моих друзей за то, что она смотрела голливудский фильм. Внешний вид граждан Северной Кореи также находится под контролем государства. Мужчины и женщины могут носить только пиджаки, брюки и рубашки неброских цветов. Юбки исключительно ниже колена. В 2013 году Ким Чен Ын опубликовал список разрешенных причесок: 18 женских и 10 мужских. Джинсы, бикини, пирсинг, татуировки, яркий маникюр, вызывающий макияж, неестественное окрашивание волос. Для северокорейцев закрытая тема. Люди живут в условиях, когда за каждым их шагом следят. Любые нарушения записываются, и малейшее ослушание наказывается.
Система вездесуща, и поэтому многие боятся даже думать об иной жизни. Для маршала Ким Чен Ына самое главное – это народ. Он дарит нам всю свою любовь и строит для нас все самое необходимое. Бассейны, парки, аттракционы, цирк. Действительно все, что нам нужно. Мы очень счастливы, очень довольны. Мы даже можем расплакаться от чувств. Все телевизионные каналы заполнены государственной пропагандой. В кинотеатрах показывают только северокорейские фильмы, а в каждом домовладении есть радиоприемник, который нельзя настроить на другую волну или выключить. Когда я жила в Северной Корее, я рисковала жизнью, втайне слушая радиостанции других стран. Я верю, что и остальные люди их слушают, так же, как это делала я. Северокорейские газеты прославляют гениального и благодетельного Ким Чен Ына в каждой статье, а портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира висят буквально повсюду. Люди поклоняются им как богам, ведь другой религии в КНДР нет и быть не может. Кстати, самовольно уходить из жизни в Северной Корее запрещено. Это считается изменой родине, а отвечать за такой поступок придется 3 поколениям родственников, которые отправляются за это в тюрьмы или трудовые лагеря. Железная рука. Западные разведки считают, что для наказания тех, кто посмеет ослушаться вождя, северокорейский режим заимствовал систему советского ГУЛАГа. По их сведениям, заключенные в лагерях полностью отрезаны от людей по ту сторону проволоки и какой бы то ни было защиты со стороны закона, ведь они считаются контрреволюционерами, не имеющими никаких прав. Эту информацию подтверждают и бывшие узники, которым удалось сбежать. Нас заставляли работать босиком, чтобы мы не могли сбежать. Нам не разрешали мыться, не давали лекарства. Когда мы справляли нужду, то не могли отвести взгляд от надзирателей. В противном случае нас избивали. В бараках не было окон, стояла страшная вонь. Нас морили голодом. Это как Холокост, только против собственных граждан. Официальные новостные агентства КНДР назвали показания свидетелей клеветой, которую распространяют прозападные мерзавцы. В начале 2016 года северокорейские власти приговорили к 15 годам каторжных работ американского студента Отто Уормбера. Парня задержали, когда тот пытался вывести пропагандистский плакат из отеля в Пхеньяне и обвинили его во враждебных действиях против КНДР. Я молю народ и правительство Северной Кореи о прощении. Пожалуйста, я совершил худший поступок в своей жизни. Но, пожалуйста, спасите меня. Спустя 14 месяцев Отто был освобожден и переправлен в США в состоянии комы. Правительство КНДР заявило, что молодой человек заболел ботулизмом, но американские медики не нашли этому подтверждения. Спустя 6 дней после возвращения на родину Отто скончался, не приходя в сознание. Позже, опираясь на свидетельство родителей парня, президент США Дональд Трамп заявил, что Уормбер в тюрьме подвергался пыткам. Есть свидетельство, что сексуальное насилие тоже используется в качестве наказания. По расследованиям комиссии ООН, женщин при этом заставляли делать аборты или провоцировали потерю плода. Власти Северной Кореи признали наличие трудовых лагерей, но по-прежнему отрицают их тюремный характер. Мы считаем так: если человек преступник, его осудили и приговорили к заключению, то необходимо, чтобы он возместил обществу хотя бы половину нанесенного ущерба. Его задача – работать как остальные крестьяне, которые собирают рис и кормят народ. Поговаривают, что товарищ Ким не брезгует публичными казнями. Так, в 2012 году жертвой вождя стал заместитель министра обороны КНДР Хэн Йен Чхоль.
Подробности произошедшего журналистам слили депутаты Южнокорейского парламентского комитета по разведке. По их информации, высокопоставленный чиновник поплатился за то, что во время официального траура по скончавшемуся Ким Чен Иру не скорбел вместе со всем народом, а кутил. По личному распоряжению правителя его якобы расстреляли из миномета. Правда, после предполагаемой даты казни на государственном телеканале КНДР появились кадры с якобы живым министром. В настоящее время его судьба не ясна. В 2013-м по приказу Ким Чен Ына казнили его дядю Чан Сон Тхэка. Поводом стали полученные из неизвестных источников сведения о том, что тот готовил государственный переворот. Об этом сообщило информационное агентство КНДР, а позже подтвердил и сам правитель в новогоднем видеообращении. Он заявил, что партия очищается от фракционеров, разрушающих ее единство. В 2017 году очередь дошла и до сводного брата правителя Ким Чен Нама. Он был убит в малазийском аэропорту с помощью боевого отравляющего вещества. Южнокорейские спецслужбы сразу же провозгласили виновником убийства Ким Чен Ына, еще до того, как началось следствие. Якобы он таким образом оплатил родственнику за нелицеприятные высказывания в свой адрес. Также высказывались предположения, что к убийству Ким Чен Нама причастны китайские или американские спецслужбы, которым погибший якобы передавал секретную информацию о КНДР. В самой же Северной Корее СМИ вообще проигнорировали факт смерти Ким Чен Нама. На сегодняшний день заказчик преступления так и не установлен. Царская сокровищница. Пока большая часть населения живет в бедности и страхе, Ким Чен Ын старается ни в чем себе не отказывать. И это неудивительно, ведь по мнению западных и южнокорейских СМИ, его личное состояние оценивается экспертами в $5 миллиардов. Правда, обычные люди об этом могут только догадываться. Госпропаганда рассказывает, как генсек все силы и средства вкладывает в будущее страны. Мне стыдно, что я так и не смог в полной мере оправдать возложенных вами на меня надежд. Моих усилий и преданности недостаточно, чтобы облегчить тяжелую жизнь нашего народа. По оценкам южнокорейской разведки, в Северной Корее как минимум 33 роскошных резиденции Ким Чен Ына. Кроме того, у правителя есть личный остров вблизи Вонсана. Туда блистательный товарищ приглашает важных гостей и устраивает для них вечеринки. В 2013 году на остров приезжал Деннис Родман, бывшая звезда НБА. Там как на Гавайях или Ибице, только с той разницей, что это все только для него, позже рассказывал баскетболист. В автомобильной коллекции Ким Чен Ына не менее сотни дорогих автомобилей. Среди них шикарный бронированный лимузин Mercedes Maybach S600 стоимостью не менее $1,5 миллиона. Он неоднократно попадал в объективы фотокамер во время заграничных поездок вождя. Для водных прогулок у северокорейского маршала есть другая игрушка – 29-метровая яхта «Принцесса» стоимостью около $7 миллионов. Она была неоднократно замечена на спутниковых снимках рядом с резиденциями Ким Чен Ына, в то время как генсек не появлялся на публике. В собственности Кима есть также частный авиалайнер Ил-62 советского производства и бронепоезд из 90 вагонов. И несмотря на то, что Ким Чен Ын везде появляется со своей женой Ли Соль Джу, ему приписывают романы с другими женщинами. Ходят слухи, что у северокорейского лидера есть собственный отряд удовольствий. Группа из 2000 самых красивых девушек страны. Они должны доставлять удовольствие вождю, а также высшим чиновникам и особым гостям. По словам бежавших из страны участниц этой организации, девушки получают зарплату в $4000, а в целом правитель тратит на содержание отряда около $3,5 миллионов ежегодно. Сам Ким Чен Ын подобные сообщения никак не комментирует. Драгоценный меч.
При Ким Чен Ыне особое внимание стало уделяться развитию военного потенциала. Блистательный товарищ решил во что бы то ни стало исполнить мечту своего деда – поставить на вооружение в КНДР атомную бомбу. Ким Ир Сен задумался о собственном ядерном оружии еще в 50-х. Во время войны на Корейском полуострове Соединенные Штаты, вставшие на сторону противника КНДР, угрожали стране ядерным ударом. Великий вождь не мог оставить эту выходку без внимания. Он отправил северокорейских ученых-ядерщиков получать практическую подготовку в СССР, в Объединенный институт ядерных исследований в подмосковной Дубне. После обучения они построили и ввели в эксплуатацию свой собственный ядерный научно-исследовательский центр в Йонбёне. Разработка ядерного оружия с переменным успехом шла около 40 лет. Все это время создать бомбу северокорейцам мешали США, Южная Корея, Япония, Китай и СССР, а позже Россия, которые подтолкнули страну вступить в договор о нераспространении ядерного оружия. Наконец, в 2005 году правительство КНДР официально объявило о наличии собственного ядерного оружия. Его первое испытание Северная Корея провела 9 октября 2006 года. За ним последовало еще одно 25 мая 2009. Когда к власти в стране пришел Ким Чен Ын, на ядерную программу были брошены все усилия исследователей. Стране удалось провести еще 3 испытания разрушительного оружия 6 и 9 сентября 2016 и 3 сентября 2017, причем 2 из них были заявлены как термоядерные. Международная реакция на появление у КНДР водородной бомбы последовала мгновенно. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что полностью уничтожит Северную Корею, если это потребуется для защиты США. У США много сил и терпения, но если мы будем вынуждены защищать себя или своих сторонников, у нас не будет другого выбора. Нам придется полностью уничтожить Северную Корею. Человек-ракета начал самоубийственную миссию. Ким Чен Ына это не испугало, а наоборот раззадорило. Он велел военным быть готовыми к удару по территориям США на острове Гуам в Тихом океане. Трамп в ответ пригрозил огнем и яростью, а в СМИ всерьез заговорили о возможности вооруженного конфликта между странами. Все Соединенные Штаты находятся в пределах досягаемости нашего ядерного оружия. Ядерная кнопка всегда у меня на столе. В 2018-2019 годах лидеры КНДР и США провели 2 саммита в Сингапуре и Ханое, где пытались договориться о сокращении количества ядерных боеголовок на Корейском полуострове. Но к единому мнению политики так и не пришли, а со сменой американского руководства переговоры и вовсе прекратились. В итоге в 2022 году правительство Северной Кореи приняло закон, закрепляющий за КНДР статус ядерной державы. Так Ким Чен Ын дал понять всему миру, что обсуждать ядерное разоружение впредь не будет. По мнению великого вождя, ядерное оружие – это драгоценный меч, который обеспечивает безопасность северокорейского государства. Ким Чен Ын видит в атомной программе способ избежать участи, которая постигла Муаммара Каддафи. Подробнее о том, кому была выгодна смерть ливийского лидера и за что его ненавидели в Европе и Соединенных Штатах, мы уже рассказывали в предыдущих роликах. Но это еще не все. Ким Чен Ын занимался не только ядерным оружием, он также позаботился о средствах его доставки. При молодом правителе Северная Корея добилась впечатляющих успехов в этой области. Вооруженные силы испытали, а в некоторых случаях поставили на боевое дежурство самые разные типы ракет малой и средней дальности, а также межконтинентальные, которые, по словам официальных представителей КНДР, способны достичь любой точки США. На вооружении Северной Кореи появились системы, которые можно запускать с мобильных пусковых установок, специальных поездов, подводных лодок, обычных стартовых площадок. В стране также ведутся работы по созданию гиперзвукового оружия.
Никто точно не знает, каким количеством ядерного оружия располагает Северная Корея. Согласно информации экспертов Корейского института военных исследований, страна имеет уже около 80-90 готовых ядерных боеголовок, от 400 до 900 килограммов обогащенного урана и еще около 40 килограммов оружейного плутония. Этих материалов хватит, чтобы создать еще несколько десятков боезарядов. Одновременно с этим звучат сообщения, что товарищ Ким начал всерьез готовиться к войне. Власти КНДР заявили, что с начала 2023 года США перебросили в соседнюю Южную Корею колоссальные ядерные средства. Помимо этого, союзники провели самые крупные совместные военные учения, имитирующие тотальную войну с Северной Кореей. В августе этого года администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена предложила Северной Корее провести встречу по денуклеаризации Корейского полуострова, но Пхеньян от переговоров отказался. В последние годы в прессе стали все чаще появляться слухи о серьезных проблемах со здоровьем у великого вождя. Причина в том, что Ким Чен Ын то и дело пропадает из публичного поля. На фоне таких сообщений особенно символичным кажется появление на публике маленькой дочери Ким Чен Ына, Ким Джу Э. Учитывая то, что до 2022 года Северная Корея вообще никак не подтверждала, что у лидера нации есть дети, ребенка сразу же окрестили новым наследником династии Кимов. Но южнокорейская разведка считает выводы преждевременными. По их информации, у блистательного товарища есть старший сын, который, скорее всего, готовится в будущем принять бразды правления. Помимо этого звучали прогнозы, что в случае чего место Ким Чен Ына может занять его младшая сестра Ким Йо Джон. За время его правления она поднялась до заместителя директора отдела пропаганды и агитации правящей трудовой партии. А как вы считаете, сможет ли кто-то из потенциальных преемников Ким Чен Ына привести страну на путь демократизации? Почему ее нынешний лидер, которому нравятся западные ценности, не хочет распространять их у себя на родине? И кто, по-вашему, станет лидером КНДР после Ким Чен Ына? Пишите свои мнения в комментах. Не забывайте ставить лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на Теорию всего, чтобы не пропустить новые захватывающие истории.